Крепитесь, Иван Викторович. Я знаю, в таких случаях сложно найти правильные слова, но мы все же надеемся на ваше понимание. Пряча глаза, неуверенно произнес врач-акушер. Это в каких таких случаях? Севшим, показавшимся ему чужим голосом, спросил Иван. В руке парень сжимал букет роз, который он намеревался подарить любимой супруге. Он недавно приехал с рейса и едва успел привести себя в порядок перед посещением родильного дома. Вашей жены больше нет, роды прошли очень тяжело. Плод принял неправильное положение и открывшееся внутреннее кровотечение остановить не удалось. Примите наше соболезнование, ответил доктор, который все это время, как мог, оттягивал неприятный момент. Сознания Ивана затуманилось, и дальнейшие объяснения врача-акушера доносились до него будто из параллельной вселенной. Его мозг отказывался понимать происходящее, и парню на миг показалось, что это все дурной сон. Вот сейчас кошмар закончится, и он проснется в другом, привычном для себя мире, в котором не будет виноватых глаз врача, акушера и сочувствующих взглядов медсестер. А ребенок, что с ним? Почему вы молчите? Срываясь на крик, спросил Иван. С ребенком все в порядке. У вас родился мальчик, вес 400 и рост 51 сантиметр, все, жизненные показатели в норме, с готовностью ответил врач, чувствуя облегчение от того, что удалось поскорее уйти от столь болезненной для скорбящего мужа темы. Иван машинально кивнул, слабо отдавая себе отчет во всем происходящем. Сунув букет медсестре, стоявшей рядом, он вышел на улицу. Свежий воздух на миг привел парня в чувство, возвращая в наш грешный и бренный мир. Сев на лавку, Иван обхватил голову руками и зарыдал. Слезы желаемого облегчения не приносили. Окружающие пытались обходить парня стороной, словно боясь заразиться от него вирусом душевной боли и горя. Организацию похорон взяли на себя родители Наташи. Они с пониманием отнеслись к душевному состоянию зятя, страдая от потери единственной дочери. Все последующие события Иван помнил с трудом. Его дом в один миг оказался полон каких-то знакомых и незнакомых людей, пытающихся ему помочь. Но ни соболезнования, ни проникновенные, полные скорби слова родных у могилы Наташи не смогли принести облегчение измученному сердцу Вани. Парню, который был вне себя от горя, хотелось вернуть время назад, туда, где они с супругой были вместе. Навалившаяся после траурного события депрессия захватила Ивана с головой, все враз потеряло для него смысл. Пытаясь найти утешение в алкоголе, парень взял больничный на работе и все свободное время беспробудно пил. Ежедневно бывая на могиле супруги, он изливал ей свою душу, лелея надежду на то, что она его слышит на том свете. Вспоминая о прошлом, парень не мог сдержать слез, они с Наташей познакомились случайно. Иван, сколько себя помнил, был водителем. Тогда он работал на небольшом грузовичке по доставке стройматериалов в магазины города. Стояла сырая осенняя погода, и он, как ни старался ехать аккуратнее, а все же попал колесом в выбоину и обрызгал грязью плащ, идущий по тротуару девушки. Увидев, как незнакомка гневно грозит ему кулачком вслед, Иван остановился. «Извините, Бога ради, я правда не хотел, чтобы так вышло», — сказал парень, выйдя из машины. «Ну, спасибо на том, что не хотели, боюсь подумать, что было бы, если бы вы сделали это нарочно», — с иронией в голосе сказала незнакомка. «Скажите, а я могу загладить свою вину? Позвольте мне оплатить химчистку, а после пригласить вас в кафе?» С надеждой в голосе спросил Иван, который чувствовал неловкость от всего случившегося. К его удивлению, девушка согласилась. Вечер в уютной обстановке с чашечкой чая и булочками пролетел незаметно. Из разговора Иван узнал, что девушку зовут Наташа, и она работает библиотекарем в школе. А еще в ее глазах он увидел нечто такое, от чего его сердце стало биться чаще, а в душе зародилось доселе неведомое ему чувство. Проводив Наташу домой и взяв с девушки слово о том, что они увидятся завтра, Иван отправился домой.
Молодые люди понравились друг другу и стали встречаться. Взаимное притяжение и симпатия переросли в бурный роман, полный нежных чувств и страсти. Итогом их отношений стала свадьба, которую влюбленные сыграли спустя полгода после знакомства. А еще через год известие о беременности Наташи сблизило супругов еще больше. На протяжении всего срока Наталья никогда не жаловалась Ивану на плохое самочувствие или недомогание. К тому времени он уже работал на большегрузном трейлере и, пытаясь обеспечить семью всем необходимым, часто бывал в длительных рейсах, схватки начались преждевременно и молодой водитель не успел к сроку прибыть домой, чтобы поддержать любимую супругу во время родов. Теперь, коря себя за это, он топил тоску в алкоголе, не зная, как жить дальше. Из состояния депрессии его вывел визит бывшего тестя. «Иван, я все прекрасно понимаю, поверь, мое отцовское горе ничуть не меньше твоего. Но нужно взять себя в руки и жить дальше. Наташа не поняла бы тебя, ведь у тебя есть сын, ради которого стоит жить. Ни о чем не беспокойся, Кирюша, с нами пока поживет, а ты, парень, берись за голову и не губи свою жизнь. Хотя бы ради светлой памяти моей дочери», сказал на прощание Егор Николаевич. К великому облегчению родных Ивана слова тестя произвели на него впечатление. Он бросил пить и восстановился на работе. Стараясь как можно реже бывать дома, где все напоминало о Наташе, он просил диспетчера давать ему самые сложные заказы в отдаленные участки страны. Незаметно пролетело 5 лет, исколесив всю страну и пол Европы, парень так и не смог никому открыть свое сердце. Однажды, в начале ноября, Иван с партией бытовой техники отправился в городок, расположенный в Восточной Сибири. По меркам страны он был маленьким, но для этого региона считался районным центром. Благополучно доставив груз, Иван налегке возвращался домой. Вдруг звенящую тишину сибирского утра прорезали звуки выстрелов. Один, затем другой, третий. Иван знал, что находится в таежном крае, где охота один из основных источников дохода для местных жителей. Поэтому он не слишком удивился выстрелам, в глубине души желая обитателям леса уйти живыми после встречи с охотниками. Парень проехал не более километра, как вдруг, посреди реки, которая располагалась по правую сторону от него, он увидел нечто странное. В ноябре по ночам морозы бывали довольно сильными, но днем стояла относительно теплая погода и лед не был достаточно крепок, чтобы без опаски передвигаться по нему. Именно по такому льду и переходило реку стадо лосей, грациозно покачивающих ветвистыми рогами. Впереди шел вожак, горделиво выпитив могучую грудь. Затем следовали взрослые особи, а замыкали процессию самки с детенышами, которые, покачиваясь на неокрепших ножках, жались к материнским телам. Видимо, их вспугнули охотники, заставив переходить реку в таком опасном месте. Завороженный развернувшимся перед ним зрелищем, Иван притормозил. Высунув голову в окно, он с восторгом следил за этими величественными животными. Вдруг лед под копытами лоси затрещал, и все стадо испуганно ринулось к противоположному берегу. Маленькие лосята, растерявшись, остались стоять на опасном участке реки, медленно погружаясь в воду, которая прибывала из трещин во льду. Вожак, подняв морду к небу, зычно трубил, подзывая лосят, но малыши могли ответить ему только жалобным блеянием. Матери троих лосят, стуча копытами, пытались помочь детенышам. К сожалению, подойти ближе они не могли, потому что вода уже покрыла всю поверхность льда, превратив его в смертельную ловушку. Иван колебался недолго, жалобные крики лосят звучали в его ушах, как призыв к действию. Парень быстро взял стяжной ремень для крепления грузов, затем он, как можно ближе, подъехал к берегу реки. Прицепив один конец за крюк на кузове машины, а на втором, сделав петлю, Иван осторожно ступил на лед. Пройдя метров 5, он понял, что передвигаться стоя дальше невозможно. Тогда дальнобойщик ползком подобрался к тонущим лосятам, на их огромных и по-детски невинных глазах застыли слезы.
Сглотнув комок в горле, Иван накинул петлю на туловище одного из детенышей и отправился к трейлеру. Аккуратно, стараясь не делать резких рывков, водитель вытянул из ледяного плена первого лосенка. Но в ловушке оставались еще два его маленьких брата, и нельзя было медлить ни минуты. Иван промок насквозь, а одежда при каждом движении издавала хруст. Второго лосенка он вытащил так же, как и первого, но когда пришел черед третьего, то накинуть петлю на него оказалось крайне сложной затеей. Детеныш почти весь ушел в воду, и его трудно было достать. Решительный дальнобойщик, отбросив сомнения, взявшись за ремень, погрузился в ледяную воду, где смог обвязать тело тонущего малыша. Далее, тем же способом, он выбрался из воды и, шатаясь от усталости, сел за руль. Когда третий лосенок оказался на спасительном берегу, Иван без сил прислонился к кабине грузовика, наблюдая, как малыши весело скачут и резвятся на снегу. Дальнобойщик даже не заметил, как сзади подъехал УАЗ цвета хаки с надписью «Охотхозяйство» на дверце. Из него вышел плотного телосложения мужчина и старик в защитного цвета куртке. Мужчина пожал руку Ивану и представился: Борис Глебович, председатель поселка Северный, а это егерь из охотничьего хозяйства, Селиван Тимофеевич. Спасибо вам, молодой человек, за проявленное благородство и милосердие. Нечасто в наше время встретишь человека, способного пожертвовать своей жизнью, с уважением в голосе сказал егерь. Да, все нормально, мне кажется, так поступил бы каждый, они ведь как дети, ответил Иван и, пытаясь сохранить равновесие, потерял сознание. Председатель, с тревогой на лице, склонился над ним и воскликнул. Да бедолага весь горит, у него жар, Тимофеич, помоги мне. Отвези парня ко мне домой и за Настей заедь, она хоть и медсестра, а лучше любого доктора в хворях разбирается. А я пока машину Ивана с дороги в поселок перегоню. Когда, то и я на такой колесил в свое время, Иван не помнил, как оказался на кровати в доме председателя. Он метался в горячечном бреду, сгорая от жара и боли в груди. Когда медсестра осмотрела его, то поняла, что дело серьезное, без антибиотиков тут не обойтись, Борис Глебович. У больного подозрение на воспаление легких, взволнованно сказала Настя, обращаясь к Борису Глебовичу. Настенька, милая, делай все, что нужно, парень он хороший, понимаешь, золотой души человек. Жизни своей ради спасения лосят маленьких не пожалел. Взмолился председатель. Лишь на третьи сутки у Ивана спала высокая температура, и он, наконец, пришел в себя. За это время парень похудел, и под глазами у него залегли тени. Все это время Настя не отходила от пациента, вытащив его буквально с того света. «Ну как поживает наш больной?» – жизнерадостно спросила медсестра, входя в комнату, служившую все это время лазаретом. «Спасибо, мне уже значительно лучше», – улыбнувшись, ответил Иван, с удивлением смотря на прекрасное создание в белоснежном медицинском халате. Он смутно помнил, что произошло у реки, и не понимал, почему все эти люди относятся к нему с такой теплотой и заботой. Благодаря стараниям Насти, парень, дальнобойщик, уверенно шел на поправку. Целебные отвары в сочетании с современной медициной не могли не дать свой результат. Через неделю, полностью оправившись от болезни, Иван смог, наконец, выйти подышать воздухом матушки, тайги. Борис Глебович, подойдя к Ивану, приобнял его за плечи и сказал «Спасибо тебе. У нас в районе сложилась тяжелейшая ситуация с поголовьем лосей. Браконьеры почти всех истребили, охотясь за их мясом и ценными рогами. А благодаря тебе трое лосят выжили, и теперь у них есть шанс превратиться в настоящих красавцев, продолжителей рода. Это я вас и Настю должен благодарить. С того света меня вытащили, я ведь помирать уже собрался», – взволнованно ответил Иван. «Меня ни за что благодарить, Вань, а вот Настя очень этого заслуживает. Хорошая она девушка, ты присмотрись к ней. Не пожалеешь», – ответил Борис Глебович. Ивану и самому понравилась Настя. Она была, как две капли воды, похожа на Наташу. В горячечном бреду ему показалось, что это и впрямь его супруга. Такие же каштановые волосы и зеленые глаза, в
которые хочется смотреть вечно. Парень не знал, что у девушки была очень сложная судьба. Настя была воспитанницей детского дома, потерявшей родителей в трехлетнем возрасте. С раннего детства она хотела стать врачом и пронесла эту мечту через всю свою жизнь. Поступив в медучилище и достойно окончив его, она стала на одну ступеньку ближе к заветной цели. Настя устроилась медсестрой в районную больницу и подала документы в медицинский институт. Проучившись 3 курса, девушка без сомнения с отличием окончила бы его, если бы не знакомство с молодым врачом Андреем, переросшее со временем в бурный роман. Медиком он был хорошим, а вот человеком плохим. Когда у Насти не получилось забеременеть, Андрей, вместо того, чтобы помочь и поддержать близкого человека, бросил ее, назвав бесплодной. «Запомни, с тобой ни один мужчина не будет счастлив. Ты пустой сосуд, понимаешь?» На прощание сказал ушлый пройдоха, которому требовался лишь благовидный предлог, чтобы избавиться от девушки, которой он заметно охладел в последнее время. Эта мысль, как заноза, засела в мозгу Насти. Разрыв с человеком, которому она испытывала серьезные чувства, спровоцировал надлом в ее душе. Настя оставила институт и работу, а потом, собрав вещи, уехала в таежный поселок, где стала работать фельдшером. Здесь, в лесной глуши, ей было проще залечить душевные раны и обиды. Волею судьбы, впервые увидев Ивана, она испытала чувство жалости к нему. Было видно, что в жизни парню изрядно досталась и редкая седина у висков, красноречивее любых слов свидетельствовала об этом. Ивана тоже, что то держало в таежном поселке, ведь он выздоровел и мог спокойно возвращаться домой. Разобравшись в себе, он понял, что дело в Насте, его тянуло к ней, как магнитом. Ваня не мог сказать, что это была любовь с первого взгляда, но в том, что он не хотел уезжать от Насти, сомнений не было. В конце концов, Иван рассказал девушке обо всем, что накипело у него в душе. О своей жизни, смерти супруги и о том, что Настя ему нравится. «Боже мой, какие же суровые испытания тебе были уготованы жизнью!» С волнением в голосе сказала Настя. «Ну, мои испытания были не сложнее твоих. Похоже, мы, Настена, может, попробуем пожить вместе? Что нам терять-то? Авось получится!» Просто, без предисловий, предложил Иван. Настя, без раздумий, ответила согласием. Радости Ивана не было предела, наконец, то в его жизни появился хоть какой-то просвет. На прощание молодой водитель сказал, что отгонит грузовик на базу и заберет сына, а потом сразу вернется. Настя прождала его неделю, потом вторую, в душу девушки уже стали закрадываться сомнения, что Ваня не вернется. Вдруг, когда стало казаться, что слова парня обман, он появился в таежном поселке, держа за руку маленького мальчика. Иван продал свое имущество в городе и решил навсегда уехать в тайгу. Обещание свое он сдержал, став для Насти любимым и верным мужем. Кирилла Настя приняла как родного, а через год родила собственного. Юленька появилась на свет вопреки прогнозам врачей и специалистов. В природе, как выяснилось, не все возможности организма еще изучены и всегда нужно верить в хорошее. Спасенные Иваном лосята выжили. Теперь, по выходным, Кирилл вместе с родителями и маленькой сестричкой подкармливает их морковкой и подсоленными сухариками. Лоси не забыли добро и с радостью катают Кирюшу на своей спине. Они еще подростки, но вскоре превратятся в грозных обитателей леса с ветвистыми рогами и массивными копытами.